Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре у нас цифровой динамометрический ключ. Приехал в таком вот кейсике, просто класс. Ну и выглядит следующим образом. Маленький, удобный, четкий, отличный приборчик, друзья. Ну и, соответственно, два таких вот у нас переходничка с 1,2 дюйма. Здесь у нас 1/2 мама, 1/2 папа. Так, что у нас приехало по макулатуре? Значит, марка нашего прибора, вернее, название Mxkita. Не знаю, кому на язык пришло такое название. Вот. Ну и такая вот коротенькая инструкция. Значит, хотела, друзья, купить сразу прибор на 340 ньютон. То есть 17-340 есть возможность купить. 0,330 и вот в моем случае 2,200. Хотел купить на 340, но на тот момент в наличии не было. Решил брать на 2,200, так как была очень-очень вкусная цена. Ну, в принципе, и не жалею. И у нас есть, друзья, сертификат поверки, если на русский либо на белорусский манер. Что это значит? Это значит, что у нас приборчик имеет свой какой-то номер 22E03398. И этот номерок у нас, друзья, вот здесь прописан. То есть это наш приборчик. Что делали с прибором? Брали 3 точки, то есть 40 ньютон, 120, 200. И делали на каждой точке по 5 измерений. Наш приборчик по паспорту заявлен класс точности плюс-минус 2%. И на основании полученных измерений вот здесь у нас есть процентовочка. То есть при показании 40 он показал там плюс 0,5%. Плюс 75 сотых, 5 десятых, 25 сотых. И так на каждом значении. То есть, как вы видите, все это дело даже близко не подбирается к нашим заявленным 2%. Что меня очень радует, так как наш ключ, с которым мы будем сравнивать, вы все знаете, аналоговый, то есть пружинный, металлический, не имеет сертификата, куплен на рынке. И плюс ему уже 5 лет. Конечно, там все это дело пружинки подустали. Никогда не оставляйте ключ в зажатом состоянии тот, иначе его просто выбросите. У меня уже такой случай был. Попросил друг ключик, я ему дал, он привез его в зажатом состоянии, и все, ему хана. Пришлось мне покупать другой. Так, давайте переходим к нашему прибору. Значит, приборчик выглядит следующим образом. Задняя сторона. Откручиваем 2 винта, приходит без батареек. Оснащаем прибор 2 батареечками типа размера 3А. Зажимаем болтики, закручиваем эту крышечку и пользуемся. Имеется у нас на приборчике, как вы видите, световой индикатор, который имеет 3 цвета. Сразу оговорочка, что желтый цвет здесь просто сливается с красным. Ну, это, в принципе, не важно, работать можно отлично. И имеется 5 функциональных клавиш. Сразу по клавишам. Как только мы открываем инструкцию, мы обращаем внимание на вот данный треугольник. То есть здесь написано: ни в коем разе не нажимайте кнопочку М плюс кнопку выключения одновременно. Это приведет к включению режима калибровки. И наш приборчик, если мы так оставим, в дальнейшем может показывать неверно. И здесь у нас первым пунктиком написано то же самое: не включайте. Дальше, судя по моему английскому, написано: если вы вдруг и включили, то сразу же обратно нажмите эту комбинацию. И это приведет, по-моему, к выключению прибора. Или если вы включили эту комбинацию, то немедленно выключите прибор. Короче, как-то так, друзья. Поправьте меня, англичане, в комментариях. Не хочу я включать эти переводчики, да переводить. Вот. Давайте по функционалу. Включение прибора происходит кратковременным нажатием кнопочки включения. Все, наш прибор готов к работе. Задать какое-то значение усилия мы можем кнопкой плюс. Вот у меня стоит 15, или минус. И вот так переключаем. Долгое удержание переключает на десятки. Там десятки быстро скачут. Ну, долго, конечно, нудно это все дело включать-переключать, но поскольку прибор не нужен нам каждый день, поэтому с этим можно как бы и смириться. Обратите внимание, у нас стоит ньютон-метр. Для того, чтобы поменять единицы измерения, нам нужно одновременно нажать кнопку М и кнопку 5. Давайте мы это с вами сделаем. Здесь у нас фунты или футы, я точно не вижу. И третье значение у нас килограмм на метр. Давайте переключим все-таки к ньютону на метр, чтобы у нас было все как нужно.
Значит, что представляет собой данный прибор? Данный прибор, друзья, представляет собой не что иное, как обыкновенные цифровые весы. Почему весы? Потому что и весы, и вот этот прибор работают на одном и том же принципе. Это принцип тензорезисторного измерения, то есть тензорезисторный датчик. Что такое этот датчик? Это, он есть в разных исполнениях. Допустим, маленькая тонкая алюминиевая пластинка сюда прикручена, вот к этой вот железяке, которая реагирует на малейшие изгибы. Вот то же самое, что в весах. У вас там к платформе прикручена такая пластинка, как вы какой-нибудь вес положили, она, соответственно, как-то чуть-чуть имеет прогиб. И вот, чувствуя каждый прогиб, наша пластинка изменяет свое сопротивление. Дальше этот сигнал идет, информация в плату обработки, там на процессор, и, соответственно, выводится к нам на дисплей. Поэтому это самые обыкновенные весы. Наш приборчик имеет 50 ячеек памяти. В память можно загнать только в режиме, друзья, пик-топ. Вот смотрите, нажимаем память. Первая ячейка у меня забита 61 ньютон. Вторая ячейка у меня забита 76. И вот так вот у нас поячеечно мы можем переключать. Конечно, тоже долго, нудно. Проще сразу поставить какое-то значение требуемое, да, не искать там в этих 50 ячейках памяти. На мой, так сказать, ум. По режимам. Вы все видите, что на дисплее у нас нет никакой подсветки, циферки маленькие, все очень маленькие. Вот, чтобы вы представляли, вот это все, это как спичечный коробок. То есть 5 сантиметров, там, по-моему, на 3,5 или на сколько. Я, к примеру, грубо. Вот. И если мы что-то будем крутить, соответственно, у нас наш прибор может уйти под низ, и вы все спросите, а как же мы это все дело увидим? Вот, здесь немножко хитрая система, поэтому мне это все дело понравилось. Значит, как я упоминал ранее, у нас имеется 3 световых индикатора. Как только мы настроили какое-то значение, так, давайте мы выключим и включим. Как только мы настроили, друзья, какое-то значение, до которого нам нужно зажать тот или иной болт, и начали крутить, у нас загорается зеленый светодиод здесь. Все это мы дело с вами протестируем, конечно же, и на реальном каком-то там болту на колесе или на гайке. Посмотрим. У нас загорается зеленый цвет. Допустим, мы загнали сюда значение 100 ньютон на метр. Закручиваем колесо в автомобиле. Грубо. Вот. Крутим. Докручиваем до значения 80. Но мы, конечно, его не видим. Мы там этот прибор перекрутили. И у нас загорается за 20% до конца, до окончания нашего задания, мигает желтый светодиод и сигналит нам приборчик. Крутим дальше. И как только мы достигаем, друзья, заданного значения, допустим, в 100 ньютон, у нас идет непрерывный звук, такой писк, и загорается красный светодиод. Что нам указывает о том, что все, друг, стоп, ты закрутил сколько тебе нужно. Что такое пик-топ? Опять мы крутим наш болт. Там прозвенел, допустим, наш зуммер, что все закрутили. Нам же все-таки интересно, какое значение мы достигли, поскольку у нас дисплей, допустим, внизу. Так вот, только в режиме пик-топ мы можем потом быстро снять прибор и посмотреть пиковое значение. То есть мы зажали, выставили 100, а на самом деле мы там можем зажать 101. Конечно же, там реакция не сработает. Так вот, этот приборчик в режиме пик-топ запоминает пиковое значение нашего зажатия. Сняли, посмотрели. А вот в режиме Trace, как только мы отпустили усилие и сняли прибор, у нас он перейдет автоматом в нули. Вот как-то так. Так, друзья, все это дело я вам рассказал, показал. Здесь в приборчике еще есть у нас режим аварийного, так сказать, сигнализирования. Сейчас я вам это покажу. То есть не превышать ни в коем разе 125% шкалы, я так понял, нашего прибора. Когда мы превысим 125%, у нас будет би-би-би-би-би, и там, по-моему, мигать красный светодиод, да. Поэтому смотрите аккуратно, можете легко сломать данный прибор. Так, все, что не сказал, расскажу позже. Сейчас идем в гараж или куда там на улицу и потестируем наш приборчик, сравним с аналоговым. Этому я, кстати, судя по вот этому листику, доверяю больше. Вперед! Итак, народ, есть у меня такой вот ключ, всем знакомый, 28-210 ньютон. Ключ пружинный, механический или аналоговый. И будем сравнивать его с данным нашим
ключиком. Значит, сравнивать будем как? Два ключа, друзья, одновременно. То есть мы услышим щелчок и здесь, и заодно посмотрим, на каком показании из заданных этот щелчок у нас произойдет. Этот приборчик я уже настроил на 100 ньютон, сейчас я вам покажу, а этот мы с вами вместе настроим на 100 ньютон. Так, где наши ньютоны? Это килограммы, а здесь ньютоны. Итак, крутим ньютоны. Так, 98. Подбираюсь. Вот так. Итак, ребята, 98 ньютон. Надеюсь, видно. Если не видно, уж извиняйте, верьте на слово. И плюс добавляем двоечку. Как-то так. Давайте опубликую я. Короче, 100 ньютон. Фиксирую ключик. И пробуем. Значит, что для этого я сделал? Я, друзья, отпустил вот данный болт. Видите, руками я его кручу. Кручу, верчу. Обмануть хочу. Так, теперь показываю вам данный ключик. Включаем на режиме пик-топ и смотрим, сколько я настроил. То есть 100 ньютон. Бликует все кругом. Как тут? Вот так, хорошо. Все, наш ключ готов к работе, и мы с вами приступаем к работе. Так, переключаем на зажим. У нас сегодня оператором сынишка. Так, смотри, чтобы были видны показания. И то еще. Итак, ребята, смотрите, как только начал вращение, видите, загорелся зеленый светодиод. Надеюсь, видно. Едем, едем, едем. Давайте я подожму и переверну ключ немножко, чтобы вам был виден дисплей. Допустим, сделаем вот так. Извините за темноту. В гараже тут особо. И едем. Вот, нам сигналит желтый светодиод, что у нас осталось 20% до финиша, до 100 ньютон. Едем. Оп. Смотрите, ключ щелкнул на 94 ньютонах, то есть раньше времени. А мы с вами продолжаем. Вот. И смотрим режим пик-топ. У нас получается 102,5 ньютона. Затяжка. Надеюсь, видно и понятно. То есть ключик наш срабатывает примерно на 10 ньютонов раньше. Теперь что я хочу сделать? Поскольку мы затянули на 102,5, я хочу сделать, проверить наш ключ на отпускание. Поэтому ставим наш ключик следующим образом. Трещотку здесь я переключил. И давайте пробовать на отпускание. Опять загорелся зеленый. Посмотрим, с каким усилием в пике он пойдет. И пик у нас был, друзья, 96,5 ньютон. Ну, практически можно сказать, что одинаково. Вот. Надеюсь, вам все сигналы эти были видны. Давайте еще раз по сигналам. То есть я, допустим, вот так вот перекручу, чтобы даже вам не было видно и мне. И будем опять дожимать чисто по звуку. Все. Слышали продолжительный звук. Не знаю, вам было слышно. 102,1 ньютона. То есть соточку поймать, конечно, сложно. Надо иметь хороший и слух, и реакцию. Вот, давайте еще раз отпустим. Переключаем нашу трещотку. Отпустим мы уже с дисплеем. Так. И погнали смотреть, сколько пойдет. Все, в пике 93,1. То есть где-то примерно 9, там, 8 ньютон. Короче, берем, округляем 10. Так, ребята, сейчас я покажу вам режим Trace. Пик-топ вы поняли, запоминает пик. А сейчас переключим в режим Trace. Вот такой вот режим. И давайте что-нибудь покрутим. Давайте с дисплеем покрутим, чтобы вам было видно. Так, у нас куда? На отпускание или на зажатие? На отпускание стоит, да? Так, давайте на зажатие поставим, чтобы больше было видно. Ну, допустим, мы тянем. Хотим посмотреть или хотим посмотреть. Давайте уже соточку мы сделаем.
Вот и все. Видите, как только снялась нагрузка с ключа, он показывает нули. Это режим Trace. Давайте теперь опять переключим в режим Пик-топ. Пик-топ. И продемонстрирую, как загнать в память показатель. Опять будем с вами крутить. У нас болт закручен, поэтому нам особо долго не нужно. Вот, допустим, есть у нас какое-то усилие. Денис, видно? Видно. Нажимаем кнопочку М теперь. И у нас в памяти в ячейке номер 1 наше последнее показание. Ну что, ребята, сегодня на обзоре у нас был вот такой ключик. Надеюсь, всем подробно показал, рассказал. Надеюсь, хотя бы понятно, как это все дело у нас работает. Очень всем гаражникам рекомендую к покупке. Маленький, удобный, классный. Конечно же, какие-нибудь колеса крутить, ребята, удобнее. Или большие болты таким вот рычагом. Просто класс. Но вы сами видели, что у нас он немножечко привирает. Показывает где-то на 10 ньютон меньше. То есть раньше срабатывает. Вот. Ну а хранить такие ключи, напоминаю, нужно полностью отпустив рукоятку. Ни в коем разе не храните зажатую пружину. Иначе ключик придется выбросить, как в моем случае. Товарищ, что подогнал ключ, он попросил попользоваться, а он привез его в зажатом состоянии. Там, не помню, 130 ньютон, по-моему, было. Я не посмотрел, кинул в коробку. А когда понадобился, я его просто выбросил. Поехал на рынок и купил новый. Так, значит, сегодня был ключик Мксхита. Ребята, язык сломать можно с этим названием. Просто ужас. Кому интересно, как всегда, я ссылочку оставляю в описании под видео. Заходите, смотрите. Есть три разновидности, как я уже говорил в своем обзоре. Можете зайти в какой-то другой магазин. Такие ключики я видел. Конечно, они будут побольше, на 1000 ньютон. Ну, на 1000 ньютон я сразу хотел купить. Он стоит порядка 75, по-моему, долларов. Хотел купить ради теста наших гайковертов. Потом подумал, ради одного теста выбросить 75 долларов как бы лишними не будут. Вот. Ну, а на этом будем с вами прощаться. Надеюсь, вам было все понятно про данный ключик. Всем спасибо за внимание. До новых видео, до новых встреч. Пока, ребята. Ты заходи, если что.